Привет, ребятушки! С вами снова Андрей. Продолжаем говорить с вами про лучший вид транспорта — электротранспорт. И лучший вид электротранспорта — это электросамокаты. Вот, что хочется сказать, значит, предыдущее видео я записывал, к сожалению, оно нормально не записалось. Видео было разбор посылки с вкусняшками к самокату из Китая. Значит, мне пришел из Китая новый мотор. Тормозной ротор, вот такой вот. Ну, это как бы со старого мотора. Вот. Там другой. Пришел ваттметр на 30 киловатт для тестирования нагрузки. Пришел второй комплект электроники, БК и контроллер к самокату, такие же, как у меня. И пришли транзисторы, заказал фирменные транзисторы Infineon, бэушные, с разборок электроники в Китае. Вот. Но, к сожалению, это видео не записалось. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что многие из вас также пишут видео на свои каналы. И что я хочу вам сказать, предупредить вас. Вот смотрите, видите, у меня свет получается. Прожектор направлен через потолок, работает с правой стороны. И когда я писал видео, камера стояла, получается, горизонтально и снимала сверху вниз. И в чем получился трабл? Вот эта сторона, она получилась чуть-чуть светлее, потому что источник света справа. А эта сторона темнее. И получается, видео было горизонтальное, да, а YouTube дурной. За счет того, что эта сторона более светлая, ему кажется, что это небо, да, и он его переворачивает на 90 градусов, режет вот так вот вертикально, а сбоку оставляет серые полоски. Ну, и это никуда не годится, да, на том видео ничего не видно, и смысла с него особого нету. Поэтому, если снимаете видео, будьте внимательны, чтобы какая-то сторона, левая или правая, не были намного светлее. Пусть лучше будет вверх светлее, да, тогда ориентация 100% будет горизонтальная, вы не столкнетесь с такими же проблемами, как столкнулся я. Значит, о чем мы сегодня с вами поговорим? Так получается, что я, грубо говоря, работаю на 3 работах, времени очень мало, и монтировать видео я не могу себе позволить из кусочков делать монтаж, поэтому видосы я снимаю в режиме Lifetime, да, и чаще всего, чтобы это видео более-менее нормально выглядело, да, я снимаю уже какой-то конечный результат работы, рассказываю, что было проделано, да, но нет промежуточных моментов, да, как это делалось, каких-то технических деталей, подробностей там, да, и так далее. И сегодня я решил немножко отойти от этой практики, да, снимать процесс по отдельности и монтировать я не буду, но я немножко расскажу о тех задачах, которые передо мной сейчас стоят, да, и о том процессе, движения к этим задачам, А потом уже отдельно сниму видео о том, насколько эти задачи были достигнуты, да, и что из этого получилось в итоге. Значит, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Мы сегодня с вами будем говорить о очень важной теме среди электросамокатов. Это повышение мощности и КПД двигателя, мотор колеса, который установлен на вашем самокате. Почему мы с вами будем об этом говорить? Вот видите, это, скажем так, уберем вот это дело, чтобы не мешало. Вот это мотор, среднестатистический мотор
обычного самоката, да. И если мы говорим о мопедах, о скутерах, о сити-коко там, да, или о мотоциклах, то вот этот вот диаметр, да, в моторе, вот, он у них достаточно большой, там 15 сантиметров, 20 сантиметров. У нас диаметр маленький, вот, и, соответственно, как бы мощность двигателя ввиду маленьких габаритов, она ограничена. И всегда стоит вопрос о том, как увеличить эту мощность, чтобы самокат ехал быстрее, бодрее, да, и приносил больше радости от езды. Значит, вернусь, наверное, на 1,5-2 года назад, да, и захвачу такой момент, как те требования, которые я предъявлял к самокату. Значит, первое требование – это вес до 30 килограмм у самоката. Это пробег под 100 километров на одной зарядке. По скорости мне, в принципе, 30-40 километров в час хватает. Вот. И более-менее нормальная тяга, да, чтобы решать какие-то задачи, там, привезти мешок картошки, как бы проехаться вдвоем на самокате, да, и так далее. Вот. И вот, в принципе, вокруг 4 этих пунктов я как бы и кручусь, да. В принципе, самокат на сегодняшний день весит 29,5 килограмм. Пробег последний я тестировал как бы летом плюс 30, как бы смешанный режим, половина заезда на трассе, половина в городе. Вот, вышел я на показатель своей батарейки в 90 километров, что в принципе как бы достаточно неплохо, конечно, не сотка, вот, но я считаю прилично. И скорости мне, в принципе, как бы хватает, вот, но возникает как бы вопрос того, что не совсем достаточно тяги, да, как бы на самокате. Недостаточно тяги, потому что мотор один, вот, стартует он не очень быстро. При езде вдвоем как бы ему тяжело тянуть двоих человек. Подъем в горке как бы происходит медленнее, чем езда по ровной. Вот. И самокату как бы не хватает тяги с одной стороны, с другой стороны как бы аппетит приходит во время еды, да, если 2 года назад скорость там 25 мне казалась большой, да, я ездил 20, а 30 для меня это была скорость космос, то на сегодняшний день аппетиты растут, да, и 30 километров в час мне уже кажется пенсионным движением, да. И езжу я иногда и 40, 45, вот, и 50, да, чтобы держаться в потоке. И, вот, как бы физическое ощущение страха, да, вот этот животный страх при езде на такой скорости прошел, да. Осталось только осознание, как бы, да, понимание абстрактное, как бы в голове, что если на такой скорости я навернусь, да, то мне будет жопонько. Вот. Может быть, именно поэтому я не хочу поднимать вольтаж на самокате с 48 вольт до 60, да, чтобы самокат не ехал быстрее, чтобы хоть как-то себя ограничить, потому что когда ты чувствуешь скорость, палец сам опускается, давит в газ, и тебе хочется все больше и больше. Вот, значит, требования немножко выросли и по скорости, как бы, и по нагрузке, как бы, езда вдвоем и так далее, да. Но мотор на самокате остался один, и я так думаю, что он всегда будет один. Почему? Потому что второй мотор, да, мотор плюс контроллер, плюс какие-то подводные провода там, да, обвязка и так далее, он добавляет к самокату в среднем 5 килограмм веса. И это будет уже не 29,5, это будет уже где-то 35 килограмм, это вес уже неподъемный. То есть даже 30 килограмм тяжело поднимать на этажи, складывать где-то, грузить в машину, в маршрутку и так далее. 35, в принципе, вообще нереально. Поэтому я
наверное, такой прожженный моноприводник, да, потому что полный привод это большой вес, это больший расход электроэнергии, вот, и в принципе это быстрая смерть как бы стоковой батарейки, она как бы на двух моторах долго не прослужит. Вот, поэтому для меня задача звучит так, как с одним мотором, да, остаться на одном моторе, но увеличить как бы мощность и КПД как бы его работы. Что еще касательно второго мотора, да, я езжу сидя, да, и даже если ставить мотор как бы на передний мост, да, на вилку, то эффективность от него будет небольшая, потому что 70 или 80% веса находится на заднем мосту, и переднее колесо, оно, ну, в лучшем случае будет просто менее нагружено, значительно меньше нагружен, а в худшем случае будет шлифовать асфальт, и как бы толку от него как бы особо не будет. Вот, значит, что дальше? Что дальше я как бы хочу сказать? Значит, я скажу о последствиях перегрузок для двигателя, да, то есть когда вы едете на большой скорости или нагружаете много на самокат, как бы что с ним происходит. Вот. В первую очередь, как бы, да, происходит нагрев мотора. Вот. И нагрев мотора происходит почему? Значит, размер самого магнитопровода, как я говорил, он достаточно маленький. То есть вот это вот мотор от S10+, как бы, да, вот, значит, высота статора у него 38 миллиметров, ширина магнитов 4 и диаметр статора 10,5. 10,5 возводим в квадрат, получаем 110. Но статор 38 миллиметров, поэтому я не могу считать по магнитам 40, поэтому 3,8 мы помножаем на 110, получаем, в принципе, его как бы механическую мощность реальную в районе 400 Вт. По электрике в него вливается где-то ватт 700-800 с такими обмотками. Обмотки как бы не очень густые, да, как бы вот видно, что там немножко воздушек гуляет между ними. Хоть и аккуратно намотаны, да, то есть перпендикулярно статору, вот, они достаточно неплохо намотаны. И получается, что двигатель, да, он стремится вот этот недостаток механической мощности, да, компенсировать мощностью электрической и достаточно сильно греется. Значит, что при этом происходит у нас в итоге? Значит, в итоге у нас очень сильно греются обмотки, повышается их температура на моноприводе. Вот, получается где-то до градусов 120-130 поднимается температура. Значит, в плане как бы езды, что мы получаем, да, в результате этого? Вырастает сопротивление меди. Контроллер вынужден вливать в мотор еще большие токи, и мотор греется еще больше. И из-за повышения температуры меди, да, греется сам статор и передает температуру на магниты. Вот, то есть температура на магнитах тоже достаточно большая, и зазор между статором и магнитами где-то в районе полмиллиметра, даже не миллиметр. Зазор где-то полмиллиметра, потому что чем меньше зазор, тем больше тяга у двигателя. Производители это прекрасно понимают и делают зазор минимальным. И, значит, во-первых, падает эффективность статора, да, одной из частей, да, как бы установки.
из-за нагрева меди. Во-вторых, из-за нагрева магнитов, вот, ну, в худшем случае они размагнитятся, да, а в лучшем случае с увеличением температуры они теряют свою магнитную силу. И в итоге этого КПД двигателя значительно падает. То есть ты в него продолжаешь вливать токи, да, но, к сожалению, на динамике езды это никак не отражается. Кстати, по поводу токов, вот, опять же таки, да, как бы наебалово от цитруса, да, то есть штатный контроллер, где он сейчас вот, прямо на штатном контроллере, прямо на шильдике, на нем написано, вот я не обманываю, да, вот, на нем написано 25 ампер. 25. Значит, так, чтобы вы понимали, на тестах по ваттметру он отдает потолок 18. 18. И на моторе пишут как бы киловатт, да, на шильдике. Вот написано. 48 вольт, 1000 ватт. Но 1000 ватт там в пизду, блядь, и в Красную Армию, а не 1000 ватт там. Вот, потому что даже если вы выезжаете на полной батарейке и перемножаете 54 на 18, это получается там, по-моему, где-то 970 ватт или 980. То есть киловатта даже и близко там нету. А когда батарейка просаживается, да, особенно если это стоковая батарейка, которая быстро разряжается и быстро теряет напряжение, то при 48 вольтах, да, 48 на 18 там уже будет, ну, грубо говоря, 800 с чем-то там, 840 ватт, 850, что, в принципе, как бы и соответствует тому количеству меди, да, которое есть в моторе. Вот, то есть реально здесь около 800 ватт намотки. Вот, и, ну, вроде как бы хотелось бы токи влить, да, но вливать их уже и как бы некуда и нечего. То есть мотор работает уже на пределе, это сразу же чувствуется, как бы на динамике езды сказывается, это чувствуется мгновенно. Дальнейшие последствия какие? Значит, последствия классические, как бы не критичные. Вот эти вот обмотки, да, они как бы служат источником тепла, на них начинает закипать лак. И образуются вот здесь вот такие пузырьки воздуха. Сейчас попробую поставить ближе, чтобы было лучше видно. Ну вот, в принципе, как бы хорошо видно, да. Вот, то есть на обмоточках есть уже пузырьки воздуха. Причем я пока еще не понял почему, но самое интересное, как бы вот эти пузырьки, да, и потемнение обмоток, оно только с одной стороны заметно. То есть если мы возьмем статор, перевернем на эту сторону, вот, сейчас провод немножко мешает, опс, то на этой стороне как бы, ну, такого как бы особо не заметно. Вот, и, значит, происходит закипание лака. Значит, что еще происходит? Часто плавятся вот эти изоляторы пластиковые, еще какие-то детали, да, допустим, термоусадка там, да, как бы изоляторы, как бы обмоток на концах. Такие вот как бы последствия. Ну и в критичном случае, если вы мотор совсем не бережете, да, то от перегрева вот, мы можем получить короткое замыкание обмоток и мотор сгорает, либо превышение как бы критичной температуры работы магнитов, и магниты размагничиваются, и в принципе как бы мотор этот уже можно выкинуть в пизду. Вот с такой проблемкой я столкнулся, то есть с одной стороны растет потребление, хочется ездить вдвоем, хочется ездить быстро, с другой стороны мотор уже как бы с этим не справляется. И, значит, передо мной стал вопрос о том, чтобы
сделать мотор более эффективным, да, вот, начал я как бы с более-менее логичного варианта, то есть заказал другой мотор из Китая, на котором обещали более жаропрочные магниты, вот, облегченный вес сердечника, более высокую температуру, которую может выдержать лак на обмотках, вот, большее количество меди, да, ну и вообще как бы большую эффективность работы мотора. Вот. Мотор этот пришел, я его протестировал, но, к сожалению, чуда не произошло, то есть физические размеры мотора достаточно его ограничивают. А желание узкоглазых побольше заработать, да, и продать товар подешевле заканчивается тем, что делать двигатель маленького размера и высокой эффективности просто экономически им невыгодно, потому что нужен другой класс магнитов по магнитной силе, по термостойкости. Нужна более качественная намотка, более точный расчет ее, как бы, да, более качественным проводом. И никто этим заниматься как бы не хочет. С другой стороны, если говорить о мощности двигателя, конечно, как бы самый простой способ, да, ее увеличить, это поставить двигатель большего размера. Но при двигателе большего размера что мы на выходе получаем, да, то есть это уже другой диаметр резины, другая ширина вот этих вот посадочных отверстий, да, вот в маятнике, другие габариты, как бы, да, и получается, что уже нужно переделывать сам самокат, да, как бы растачивать, разваривать маятник, вот, думать, как увеличить как бы его, да, все это примерять, садить, и ты возьмешь как бы новый мотор, да, насколько он эффективный будет, неизвестно, да, а самокат ты уже переделал, да, вот, и старый мотор ты туда уже не всунешь, вот, то есть ты уже как бы привязан к этому двигателю. Вот. И по двигателям вообще как бы очень много нюансов, да, как бы ты заказываешь с Китая, в принципе, как бы ты видишь картинку по наружке, да, что там внутри происходит, насколько там качественная намотка, каким проводом, как собран мотор, какие у него магниты, да, какой они силы, ты не знаешь, да. Вот, поэтому покупка большего мотора как бы упирается в его размеры, как бы, да, в его габариты, соответственно, габариты самоката и больший вес, да, который на выходе получится. Вот, а я напоминаю, да, что как бы хотел уложиться я в 30 килограмм. Вот. Плюс на больших моторах обычно идет разборной обод из 2 половинок, который я считаю менее надежным, и камерная резина, с которой я столкнулся, уже нахлебался горя. Об этом есть информация в моих предыдущих видео, и я не знаю, куплю ли я когда-то мотор на камерной резине, как бы я теперь боюсь их как огня. То есть вариант покупки большего двигателя, он упирается и в его размер, и в тип резины, тип обода, упирается также в напряжение, потому что у меня напряжение на батарее 48 вольт, на больших моторах это уже идет 60 вольт. Переделывать сейчас как бы батарейку и покупать новую зарядку, как бы, да, оно мне все обошлось где-то 700 баксов, как бы, да. Ну вот именно ради увеличения мощности я как бы не хочу переделывать батарею, собирать новую, вкладывать туда кучу денег. Идя по другому пути, да, если повышать как бы КПД двигателя в рамках этого размера, да, вот, 4 сантиметра магниты, да, 10,5 сантиметров диаметр статора, да, более плотная намотка,
Ну, что можно сказать, как бы, да, ну, может быть, можно процентов 20 выиграть по мощности. Может быть, чуть-чуть плотнее провод упаковать, поставить более мощные магниты, сделать их не 40 миллиметров, допустим, а 42-43, как бы взять 45-е, постачивать. Вот, но тоже как бы достаточно недешевое мероприятие и достаточно геморное, да, почему? Потому что перемотка двигателя более-менее толковым специалистам стоит в районе $100. Значит, за магниты жаропрочные более высокого класса, которые держат температуру уже не 100, а 120 градусов, и класс не 40, не 35, а 48, более мощные. Значит, запросили с меня за 30 магнитиков $430 мне назвали стоимость. То есть, грубо говоря, как бы перемотка, магниты, переклейка этих магнитов, все вместе получается где-то $550. Тоже достаточно недешевое удовольствие, и какой с него будет результат, да, какой выхлоп, как бы, ну, сказать достаточно сложно. Вот, поэтому этот вариант как-то тоже сам собой ушел в небытие, и я начал думать, что ж можно сделать еще, да, кроме того, что купить новый мотор более мощный, да, увеличить мощность этого мотора. Вот, и в итоге все-таки я пришел к тому выводу, что улучшение теплоотвода от мотора, чтобы он не перегревался, это на выходе, наверное, самый простой и самый дешевый способ поднять его мощность и поднять его КПД. Да, количество меди в нем не увеличится, вот, размер статора не увеличится, размеры магнитов, их мощность тоже не увеличится. Вот, но, по крайней мере, двигатель будет работать более эффективно, не выходить за свой штатный режим эксплуатации. И, в принципе, можно будет даже в него чуть-чуть больше тока вливать, и, по идее, он должен работать более хорошо. В плане размера статора, как бы, да, что хочется сказать. Вот, все вы прекрасно знаете моторы, сяокатовские, да, моторы, как они сделаны. То есть там получается, вот так поставим, чтобы было лучше видно. Значит, там вот эта вот как бы часть двигателя, да, магниты, они доходят практически до резины. Вот, это увеличивает диаметр статора и увеличивает как бы его тяговые характеристики, да, на моторе. Зачем здесь делать вот эту хуйню, извините меня, то есть, ну, грубо говоря, смотрите, ну, здесь, понятное дело, обод какой-то должен быть, да, но, грубо говоря, вот здесь вот съедено 1,5 сантиметра с одной стороны, 1,5 сантиметра с другой. То есть реально можно этот обод расширить до размера резины, нормально бескамерка сюда станет, как бы ни хера и не будет. И размер статора уже тогда можно будет делать не 10,5 сантиметров, а 13, вот, может быть даже 14. И меди в такой мотор поместится значительно больше, греться он будет меньше, и эффективность его будет намного больше. Нахера вот эта хуйня на всех моторах нужна, я не знаю. Вот. Вот я задал вопрос по поводу того, что лак пузырьками пошел только с одной стороны двигателя. Вот ответьте мне на вопрос, зачем вот эта вот хуйня нужна здесь? Пустая, от которой как бы в принципе толку никакого нету. Шина как грелась, она все равно так и греется, как бы никакого особого теплоотвода нету здесь. Плюс шина все равно греется от дороги. Вот. А теплоотвод его всегда можно обеспечить через больший размер крышек, не обязательно через обод. Ну вот как-то вот так.
Значит, возвращаясь к нашим баранам, да, вот мы говорили про поднятие мощности, да, самый простой способ поднять мощность. И, конечно, здесь по электрике где-то в моторе 800 ватт, 2 киловатта влить в него никто не будет. Ну, смысла как бы особо нет, потому что размер магнитопровода все равно старые, магниты старые, но в принципе процентов 20 или 30 мощности можно добавить. Да. Мне в принципе столько и надо. Мне надо чуть-чуть быстрее подниматься в горки и чуть-чуть бодрее ездить вдвоем, потому что двигатель плохо разгоняет как бы большой вес, допустим. 80 килограмм я, 50 килограмм девочка, 130 и еще 30 самокат, 160 килограмм. Ну, как бы вот такому барашку, да, вот такому бубличку, как бы, ну, тянуть все-таки как бы тяжело в штатном режиме. И, в принципе, если вывести контроллер на ток в 25 ампер, как он, блядь, с завода нахуй по характеристикам должен, блядь, отдавать, а не 18, вот, как оно реально есть, то 18, если разделить на 3, это 6 ампер, а если помножить на 4, это 24, то есть 3 третьих и 4 третьих. То есть, грубо говоря, где-то процентов на 30, даже 35, может быть 40, если поднять ток, то вырастет как бы мощность двигателя. Вопрос в другом, как потом от двигателя отвести тепло, потому что он уже и так греется, он работает на пределе. И, ну, отвод тепла, как бы, да, будет решаться с помощью масла. Вот, заказал специальное масло индустриальное. Вот, значит, это маслечко, да, и чем оно хорошо, как бы я заказывал по интернету именно специально эту марку И5А. Оно, видите, я не знаю, насколько хорошо камера передаст, но у него очень маленькая вязкость. То есть, вот видите, капли практически стекают очень быстро. Опс, и они убежали. Вот, то есть в масле даже в том же И20, как бы, да, вязкость, она поболее будет, поболее. Вот, и масло хорошо как бы низкой вязкостью своей, вот это масло. Вот, с другой стороны, ну, по заявлению производителя, оно является химически нейтральным, без прекурсоров, без присадок, без каких-то активаторов, да, без моющих элементов. И от него не должно быть вреда для магнитов и обмоток мотора, микросхемы, платы на моторе для датчиков холла и так далее. Вот, то есть хладагентом, как бы в этом случае, да, теплоносителем будет выступать масло. И по тем обзорам, которые я в интернете смотрел, ну, скажем так, через жопу как бы сделанным методом, да, даже как бы при достаточно низкой эффективности температура мотора на том же сиакате опускается где-то со 130 до 70 градусов. Вот, это достаточно неплохой показатель, я считаю. Вот, и при такой температуре, если в моторе будет 70 градусов, а не 130, уже в него можно будет подать дополнительный ток, масло будет отводить тепло, может быть температура там градусов до 80, до 90 подрастет при большем токе. Но это уже не 130 и тем более там не 140, потому что бывает и больше, чем 130, зависит от нагрузок. Вот, и тогда можно будет поднять ток на контроллере и, допустим, ну, если не 2 киловатта, то киловатта полтора, в принципе, как бы можно с него вытащить, да, допустим, там 54 вольта, там на 25-27 ампер, это где-то киловатт 400 будет, это 2 лошадиные силы. Вот, и если контроллер будет нормально справляться, на него тоже потом чуть позже будем делать охлаждение, пока с двигателя начал. Вот, и мотор будет нормально отводить тепло, то, в принципе, как бы выигрыш в мощности будет достаточно неплохой, чувствительный. Вот, значит, что в плане мотора, да, как бы сами
работы, какие были сделаны, да. Значит, мотор я снял с маятника. Вот. Очень не хотелось мне снимать оба коннектора. МТ-60 я оставил, снял только датчики холла, потому что их легче распаять. Что МТ-60 и запаян хорошо, еще спермоклеем сверху залит. Значит, я распаял один коннектор, с трудом вытащил через МТ-60 две шайбы и гайку. Вот, слава богу, разобрал его, посмотрел его внутреннее состояние, оценил, как он себя чухает. Моторчик, как бы, значит, снял пыльнички с подшипников. Там идет внутри смазочка силиконовая специальная. Я ее решил на солидол не менять, солидол все-таки более густой. Вот, оставил смазку родную, но все, что вылезло сверху сепаратора шарикового, да, я запихал назад вовнутрь, вот, чтобы оно было именно внутри дорожек, по которым шарики бегают, и на шариках. Ну и в принципе, как бы подшипничками я более чем доволен, да, несмотря на то, что они стоковые. Вот, то есть, в принципе, результат мне как бы очень нравится. Сейчас раскручу. Вот, то есть я считаю это более чем хорошо. Вот, еще с учетом того, что сейчас здесь немножко расцентровка на крышке. Вот, разбалансировка из-за болта. Вот, подшипнички здесь одинаковые на обеих крышках 6202 RS. Вот, в моторе АТС-10. Вот, сейчас вот второй закручиваю, показываю. Достаточно неплохо подшипники работают. Значит, разобрался со смазкой в подшипниках. Значит, сюда на сальнике перед установкой на ось я рекомендую промазывать их маслом И20, а еще лучше И40 или И50, более густым, вот эти вот места. Вот, значит, нарезал я, засверлил отверстие 3,5 и под болт М5 метчиком нарезал резьбу. На болтик под крышку, под шляпку поклеил суперклеем прокладку из велосипедной резины, чтобы он лучше выжимался на крышке мотора. Болт укоротил турбинкой в 2 раза, отшлифовал и посадил на фиксатор резьбы. Это будет ревизионно-заливочное отверстие для масла, чтобы мотор как бы не снимать и не раскручивать каждый раз. Вот, значит, в плане гидроизоляции, как бы говорят, что, ну, типа, как бы масло это химически нейтральное, но я все равно решил подстраховаться. Значит, мотор будет лакироваться. Вот, ну, обмотки здесь уже лаком залиты, как бы щедро. Вот, пройдусь, наверное, еще разочек обмотки. Внутрь все равно там далеко не залезешь. И пройдусь один раз по статору и один раз пройдусь по магнитам на роторе лаком, вот, пролачу его на всякий случай. И для лучшей гидроизоляции, значит, из силиконового клея герметика, вот, я отдельно покрыл им вот так вот крышки аккуратно по контуру. То есть получилась такая как бы хорошая резиновая прокладка, которая не будет давать попадать влаги вовнутрь. Вот. Здесь уже на магнитах был такой как налип какой-то, знаете, как какая-то сальная пленка такая. Они стали тусклыми. И вот здесь вот по контуру уже была ржавчина сбоку магнитов, и на ободе была ржавчина. Значит, я это все почистил, как бы ржавчину, вот, порошком для посуды. Вот, магниты прошелся наждаком, видите, как бы они сейчас блестят, вот, шикарно.
Вот. И, ну, вода у меня в мотор не попадала, то есть по лужам в дождь я особо не ездил, но все равно образовывается конденсат, когда мотор сильно греется, и железным частям в моторе нужна защита. Вот, то есть будет ли это масло, да, или это будет гидроизоляция, вот, лакировка, да, лакирование мотора. Вот, это уже решать как бы каждому, но я буду использовать оба метода, вот, чтобы эти детали не ржавели, да, и в какой-то прекрасный момент от ржавчины у меня просто не заблокировалось колесо, да, в худшем случае, ну или в лучшем случае как бы не снизилась его эффективность. Вот, значит, что по статору, в принципе, как бы частично он с завода уже был залит таким же спермоклеем, только черным. Хорошо, что я взял белый, как раз, ну, хорошо видно, как бы, где разница между ними. Вот, значит, белым клеем я дозалил те места на плате, которые были не защищены, как бы, да, разъемы распайк. Вот, подзалил немножко датчики холла, зафиксировал, залил вот эти вот отверстия на концах обмоток. И вот здесь так интересно получается, сейчас попробую показать вам. Вот так, наверное, будет хорошо видно. Значит, вот как бы всего кабеля хорошо герметиком залит. А вот уже отдельных проводов в общей связке он не был залит. Вот это я все тоже залил вот этим спермоклеем. Ну, вот. Получилось так, в принципе, как бы достаточно неплохо, я считаю. Вот. И еще какой момент, как бы, да, так как зазор между ротором и статором достаточно небольшой, да, вот, говорят, что вот эти вот пазы в статоре, они снижают эффективность двигателя, да, потому что масло как бы начинает цепляться за них. Вот я вчера прошелся, получается, внутрь я положил капроновую нить и залил ее суперклеем, вот, но получилось как бы не очень прикольно, не очень эффективно, потому что суперклей жидкий. Вот, сейчас я все это как бы избытки клея пройдусь мелким надфилем, сниму. И, наверное, потом эти пазы еще немножко как бы вот этим спермоклеем тоже залью, чтобы они были ровненькие, да, то есть чтобы статор на протяжении всей своей окружности был идеально ровный, чтобы масло как бы не цеплялось за пазы. Вот. Ну, а сбоку, как бы, да, здесь обмотки, они, в принципе, такие кругленькие, обтекаемые, плюс расстояние до крышки достаточно большое, там почти сантиметр. Я думаю, там как бы особо масло тормозить не будет. Ну вот как-то так на сегодняшний день получается. Вот, надеюсь, я уже двигаюсь к концу, да, скоро будет конец. Вот, поставлю мотор, вот, сделаю тесты по потреблению тока на холостом ходу и буду заливать масло, и это принесет как бы свои желаемые результаты. Пока процесс вот на такой стадии. Вот, напомню, мы сегодня с вами говорили про повышение КПД и мощности электродвигателя электросамоката. Вот, хочу сказать большое спасибо за помощь людям, да, вот, Тимуру, Роману, Жене, Стасу, Владимиру, вот, может, кого забыл, сразу не вспомню. Вот, но все равно вам спасибо, ребят, за помощь, за консультации, как бы за то, что направили вот в этой работе. С вами был Андрей. Вот, у нас был небольшой перерыв по видео.
Вот. Скоро на канале будет очень много интересного. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Вот. И оставайтесь на связи. Пока-пока.